Но здесь просто все сливается вообще. Вообще нет реакции только сейчас, я так понял. Или нет? Нет, реакции нету. Эти 5 новых верболуков убили 20 крестьян и еще 6 юнитов. Привет, давайте с вами глянем максимально кочевую игру. Смотрите сами, карта Land Nomad, кочевники по земле без воды. И две нации, Бербер да Бербер. Обе нации кочевые. Это игра, мы сыграли эту каточку вместе с одним из моих учеников, Джей Коллерс. Вместе с ним у нас всегда трэш, ну не всегда, но очень часто реально трэшовые каточки. Вот одна из них. Давайте ее разберем, посмотрим. Почему берем берберов? Ну, потому что крестьяне передвигаются быстрее, быстрее найти какой-то спот для ратушей хороший и поставить ратушу. Также мобильные юниты позволяют там рейдить, бегать, искать врагов. Какие мобильные юниты есть у берберов? Да, их дофига. Всякие скауты, дешевые верблюды, и кони, рыцари обычные. Верблюд же лучник уникальный, побегать, пострелять, крестьян. А есть еще генитур. А есть на самом деле обычный конный лучник, очень редко их можно увидеть. Но как-то так. Давайте смотреть на старт, и старт уже примечательный. Оба игрока поставили ратушу, но Мич Алмада рейтингом 1286 что делает? Он вообще интересный мув делает на самом деле. Очень прикольно. Один крест, который был максимально далеко от двух остальных, поставил мельницу, да, но приволил кабана и убивает его, расстреливает. Я так понимаю, это он его будет жрать. Он его реально будет жрать. Оленя он даже не видит. Овцы тут у него. Ратушу он ставит, но немножко странную, потому что здесь у него огрызки леса, а дальше уже будет не очень. Придется перестраивать лесопилку. Окей. Давайте посмотрим, что еще. Так, а домики? А, вот где он домики делает, я понял, домики. Джей Коллерс, как бы, сразу приводит 3 креста и ставит хорошую ратушу. Смотрите, как долго тут леса будет хватать на этой ратуше. Но тут, правда, минус 2 дерева. Ничего страшного. Как только поставил ратушу, потом можно поставить уже и домики. Но вот, кстати, опять же, такие домики я не очень уважаю. Потому что это вроде как стенка, но стенка, она тебе самому будет мешать. Сюда проход будет дальше. Good luck, have fun. Намечается жесткая заруба, соответственно. Ну и по сути, в чем заключается геймплей на Land Nomad в первые минут 10, и это в том, чтобы максимально много сожрать, найти халявы. Опять же, за бербера это легче сделать, плюс 5% скорости крестьянам, можно кабанчиков потаскать разных. Да, ну, игроки не супер далеко, не супер близко. В принципе, хорошая разведка уже у Джей Коллерс, у него рейтинг 1327. Ну что, иногда прикольно посмотреть на самом деле зеркальные нации, как они будут развиваться. Ну, кабанчика только нашел, ага. Почему-то возвращает крестьянина на помощь, типа, ну тут все спокойно. Оба игрока катают до сих пор без злоба, что уважаемо. На лэндномете частенько ресурсы очень сильно привязаны к краю карты. Так, ну что, я видел тут какую-то ситуацию, да, камень, золото очень близко здесь. Очень удобно. Я думаю, Алмада уже приметил это место. Ну что, а вот этот крестьянин тупо добывает кабана. Ну, как, по идее, он половину кабана примерно сожрет, верно? Потому что кабан гниет со скоростью такой же, как скорость добычи одного креста. То есть, как я... Ну, вообще, это не то, это не прям точно, но примерно цифры. То есть, фактически здесь работает сейчас на самом... То есть, если кабан, условно, не гниет, у него 340 еды, на самом деле один крестьян работает. Крестьянин приносит вам еду, а второй, типа такой серый, работает и в казну уносит куда-то властелину своему. То есть, гниет она вот так вот. Так, ну что дальше? Побеги за кабанами. Так, по-моему, мы тут не помним, мы не знаем, где что враг, куда кого. Вот какой мув получается, смотрите. Потерянная овца здесь. Может, враг слева? Очень может быть. Так. А здесь что, тоже шахту поставить? Ну, такое. Экономия на шахтах к хорошему не приведет, мне кажется. Так, кабанчик почти под ТЦ завален. Ух ты, нифига себе, лес, блин. Лес у него хороший. Действительно. Так, ну я предлагаю ускорить все-таки темную эпоху немножко. Желтые активно овцами разведывают. И очень активно. Тык. Еще за кабаном пошел. Ну, у него лум есть. А мы качаем лум сейчас. Сейчас качаем лум. А крестьянка пошла в такую хорошую разведку. Или куда она пошла?
Честно говоря, не точно помню, но, возможно, мы... Нет, по-моему, она просто разведывает. Мы не знали, что он тут. Ставится мельница, соответственно, подальше. Мало ли тут еще какого-то кабачка найти, можно и приманить к мельнице. И здесь... Ай-яй, конечно, да, мы не знали. Но удается увернуться, и... домик тоже отменяется, чтобы не потерять его. Постановка домика, можно оленей тут забрать, доломить. Угу. Ну, блин, как он кабанов нажирает, не слабо. Ну так, неаккуратно. Слишком рано начинал СЦшки расстреливать своего кабана. Айдов не так много, совсем чуть-чуть. Так, но, видите, тут ресурсов добытых больше, хотя на руках могут быть ресурсов много. Но нет, больше добытых весов все-таки, я думаю. Кабан съедем. Время за оленями. Этот мужик наберет много еды. Так, разведка, овцы. Здесь чувак стоит. Неужели вторая мельница? Он просто овец подобрал. Крестьянка заловила оленя, ну и, конечно, соберет 35 еды. Почему бы нет? Ого, это он кабана стопил, интересно. Ну, крестьян никто не сливал, на то они и берберы. Ну, также берберы контракт монгола, вот почему они берутся. Ну и в целом, да. Довольно имбовая тема. Ну и кунов тоже, который супер популярный за счет лошадки на этой карте. Так, здесь делается домик. Можно до конца карты приболиться. Здесь тоже можно приболиться. И, в принципе, либо эти ресурсы используются. Ага, тут мужик явно искал кабана, но вот неудача. Кстати, по-моему... Так. Мы тут вообще, что ли, только одного кабана съели? Ну или... Не, двух, наверное, двух. Но это маловато. Но их больше нету. Как бы... Вот был кабан. Да. Так, ну желтый нашел. Тоже нашел нас. Нашел домики. И идет переход 23-й, 24-й переход, соответственно. Здесь, ребята, смотрите, перескочили быстренько на золото, но еды совсем нету. Здесь запас у Алмады еды очень здоровский. Ну, да, та же самая шахта хорошая, и он добывает золото. Так, какой у нас план? Насколько я помню, план какой-то имбовый, типа выйти, конечно, в уникального юнита. Тем более в таком матчапе. Хотя... Матчап интересный, на самом деле. Может, верблюда выгодно выйти, а может... Уникального юнита, может и в генитуров. Но генитуры опасны, они будут совсем слабы против верблюдов коней. В этом плане верблюжий лучник, наверное, самый универсальный тут вариант. Но пока их немного, возможно, верблюды могут очень хорошо, сильно зайти. Скидка на них работает с замковой эпохи. Ну да, еще бы, блин, верблюды и доступные. Конечно, недоступные феодали. Рынок, кузница, и все четенько здесь идет у Алмады. Единственное, что он крестьян не заказывает. Только сейчас заказал их. Пермолта намеренно. Ну и, конечно, он тоже хочет выйти по ходу в замок. Так, а здесь вот аванпост. Аванпост, соответственно, становится. 2 креста в заказе. Но сейчас я, по идее, должен сказать, что... Так, погоди, какие 2 креста в заказе? Нам нужен дозор. Нам же нужен дозор. Дозор. Так, что у нас? Здание ставится. Золотыми чуваками. Ну, золото мы пережрали. Вон, на лесе 2 фермы. Леса тоже пережрали, еды не хватает, соответственно, сейчас можно будет немножко докупить. Так, крестьянка обнаружила там мельницу. Окей. Да, действительно, тут 3-го креста доделывает Альмада. А вот дозор. Дозор очень важен, прикольно. Блин, Альмада грамотно играет. Он ставит аванпост перед своими важными ресурсами и видит тоже наш аванпост. Соответственно, он может понимать, что его видят тоже. И тут надо быть осторожным. Одновременные переходы. Это просто жесть. На 26 крестьянах. В итоге все уравнялось. Но у нас меньше айдла. Ну, потому что вкачан дозор. Вкачан дозор. И выход на камень идет. Поздний, но идет. 8-12 крестьян идут на камень. Благо они быстро идут. С феодала кресты еще ускоряются. И бонус не 5%, а 10% передвижения. Найс. Почти самые быстрые кресты у Бербера. Единственное исключение — это чертовы чешские кресты с монастырским апгрейдом. Очень просится сюда лесопилка, честно говоря. Просто. Да. Здесь вот такая вот лесопилочка красивая есть. Так, ну здесь меня больше интересует момент, у кого сколько там на еде типа осталось. Ну, тут 2 всего лишь фермера, а вот здесь ребят халяют, это неплохо.
Но он чисто выигрывает на том, что у него шахта супер близко и супер выгодно. Ну, то есть это супер выгодно просто. То есть у него крестам не надо так много бегать, соответственно, да. Видите, Джей Коллерс сильно отстал уже по добытым ресурсам. Ничего не поделать. Ничего не поделать. Лесопилка, тут уже топорик капается, и 700 камня уже есть. Но видите, в чем прикол аванпоста? Чувак, может, и хотел пойти замок поставить, да, вот пойти поставить замок. Но он думает, что его видят. Ну, и его, возможно, видят. То есть он опасается уже. И он такой, он трижды подумает, чем поставить. Может, можно пойти сюда обойти, но кто знает, что там. Кто знает, что там. Если были скауты, они бы, наверное, уже прибежали. Так, сворачиваются крестьяне, тут еще надо добыть немножко, поэтому остается 4 шахтера. Ну и вот супер ВДР замок, возможно, реально потому, что аванпост был. Мне интересна судьба этого чувака. Судьба этого чувака, то, что он поставил барак. Непонятно. Так. Ну, абсолютно без ферм живет наш чувак. И здесь хоть аванпосты с дозором, но прям замка не видит. И мы думаем, чё куда так поставить? Так, тут уже и пила, и первая стрела есть. У нас только сейчас топорик. Ресов совсем нету. То есть вот эти челы айдл, да? Тут остается на камне еще. На золотые буржи надо перебросить. А здесь, короче, экономика типа. Экономная. И ставится замок. Че мы как поставим сюда замок? Такая моя. Да, там камень добывает. Да, вот. Ой, тут начнет стрелять. И ситуация, они с холма. 2 верболука, сразу реакция от Альмады практически. Ход кресты, что у него есть на вышку деньги, он ставит вышку. И очень интересно, можно было ее сюда ставить на холме, но он хочет ближе, возможно, так даже лучше. Не хватает ему второй стрелы, но это дорого, опять же. Хотя все оленя скинут, кто знает. Но золото не добывается, начинают расстреливаться кресты. Даже с первой стрелой верболуки очень сильные. Но... Вышка. Вопрос вышки. Как быстро он в нее сядет, он отменит. Странное решение. Странное немножко решение. Лучше бы он ее достроил, все-таки сливает этого креста. И в итоге по одному кресту слита. Верболуков аккуратнейшим образом подводит. И... Ну, накликал тут же желтый. Слил одного. Но вот проблема. Замок на холме с первой стрелой. Верболуков 0. Так, кресты уходят. Пытается удержать верболуков здесь Альмада. И... Что он на удержание позиции не умеет их ставить? Так. Situation сложнейший. 4 вышли на золото, да. Осадку. Так, я говорю тут, да, осадку поставить. Блин, как же важно все-таки, посмотрите, как ставить осадку. Вот, осадка очень тупое здание, с нее юниты выходят максимально тупо. Вы хотите приказать, чтобы они ехали сюда, они выйдут вот отсюда, и они будут год там застревать. Еще эти лесорубы конченые просто. Ты можешь нажать на дерево вот это, они пойдут вот так вот. То есть тут каждый клик супер важен. Ладно, приходится все подконтроливать. Здесь, смотрите, готовятся петарды. Но почему готовятся петарды? Петарды стоят еду. Здесь он кабанов размикивает. Вот откуда еду берет Альмада. У нас еды супер мало, но очень много леса. Соответственно, тратится в тараны. Здесь кресты думают, куда идти. Так, в чем план? Петард мы делать практически не можем. Зато мы делаем крестьян. Альмада все это время, оказывается, не делал крестьян. Он вообще не делал крестьян после замковой эпохи. У него был 26, он слил одного 25. Петарды. Потому что петарды, он очень захотел лапы, и очень странно, что он все-таки взял пилу. Мне кажется, это было все-таки невыгодно. Да, теперь у него куча леса, но он его не тратит. Здесь что? Здесь чувак ест еще последнего оленя. Здесь еще 2 овцы на всякий случай есть. Вот оно что. У нас уже плюс 10 крестьян. Но Альмада хочет выбить замок, и он торгует. Он покупает даже камень. Неужели... ратуша. Ратуша, вот он тут золото бывает. Понял. Но у нас план с таранами. Так, ну, верболуки не контрят тараны, это лучники, правильно? 8 петард нужно на снос замка, но в этом замке... ну, такой замок может и 7 уже нужен. Еще нужно дойти, добежать. Вот бы прикол был, если берберские петарды бы еще быстрее передвигались. Я бы их обузил. Но он бы мог, на самом деле, немножко крестьян делать, но что-то он совсем забил. Так. Интересно. Ну, кстати, наш замок, наверное, со второй стрелой бы дострелил до ратуши, но вторую стрелу пойди прокачай. Вот делается первая, 3 верболука. Тоже не особо делаем крестов. Что, сколько таранов? Тараны очень быстро делаются, на самом деле. Смотрите, как быстро делаются тараны. Очень быстро можно масить 5 таранов, реально. Видите? Ну, петард, сколько петард? 10-ю петарду, то есть с запасом. Здесь единственная проблема, что, возможно, вот это ему помешает. Я даже не помню. Вот эта шахта. Но я бы ее, наверное, удалил. Хотя, блин, не хочется ее удалять, но... Вопрос приоритетов. Аккуратно вводит чуваков. Так. Вторая стрела. Верболуки, смотрите, начинают
Палево. И выходит куча, выходит раны одновременно. Вываливаются верболуки прям под замок. И замок очень быстро сгорает. У нас нет замка, а в другого плана у нас нету. Верболуки стоят умирать под замком. Тараны едут, но кресты пытались подойти. Все верболуки 4 сдохли, даже один петарди остался. Но врывается много таранов. Что у чувака? У него есть камень, совсем чуть камня надо покупать или как? Тут чем бить? Петарда? Петардой можно убить тараны, но он очень плохо реагирует. Вообще, только сейчас тараны начинаются. Здесь что? 2 скорпа заказано, но у тебя домов. Ты же потерял замок. Петарду он не юзает, и что? Неужели теряет замок? Покупает 100 камней супер быстро. Начинает атаковать первый таран, но тарана еще целых 3. То есть он убивает только сейчас второй таран и... Замок пал. Да, оба замка упали, но у нас плюс 10 крестьян и бесконечный домовтык. Но в чем проблема? Есть гребаные верболуки. Да, новых пока что долгое время не будет. Тараны что делают? Они едут назад, им пофиг, они начинают с холма разносить ратушу. И что получается? 2 тарана остается, но они с холма работают, а тут надо микрить, здесь тоже надо микрить, ты же не хочешь тоже терять. Но крестьян много потеряться, но здесь теряется ратуша, подходит наконец-то забытая петарда, и остается 38 хп, и умирает еще и ратуша, Альмада, но у него осталась еще одна ратуша, но он теряет и замок, ратушу, и вторая стрела. Но это самое важное. Выходит, кстати, Скорб, это неплохое временное решение, но посмотрите, что делает эта та самая петарда. Что она делает? Она идет Скорпион. И она может в крестов взорваться, но лучше в Скорпион. Скорпион начинает челиться, но это жесть. Минус Скорпион, соответственно, минус все кресты. И было у нас преимущество 10 крестьян, но мы слили 10 крестьян. И теперь ситуация намного лучше, кажется, у Альмады. Скорпион очень быстро разносится даже Camel Арчерами. Если Скорпион контрит конных лучников, он не сильно контрит Camel Арчеров. У них урон 9, а брони тут 7, то есть 2 урона наносится. 2 урона, 20 стрел, и Скорпион готов. Офигеть. Так, кресты тут явно были забыты, здесь чувак отдыхает, но есть конюшня, лол. ТЦ прикольный, берберы убегают. У чувака типа нет базы, но у него есть 4 конных лучника, которых контрить вообще нечем. Но здесь, конечно же, я не буду 100% утверждать, но, по-моему, я все-таки вспомнил, что здесь... Более вспомнил. Короче, нужны генитуры. Та самая ситуация, когда нет ничего лучше, чем генитуры сейчас. Вот просто никакого другого варианта нету. Ну, конечно, вы можете сказать, что есть застрельщики, но нет. Застрельщики это не лучший вариант. Почему? Потому что, во-первых, элитный застрел сколько ап стоит? Нормально он так стоит. Его это еще надо прокачать. Без элитных застрелов они будут падать легко, блин, феодальные. А вот элитный застрел, генитур, да. Сразу быстрый юнит, который как раз и предназначен, чтобы контрить конных лучников. В том числе и верболуков. А вот посмотрите на этот Скорпион, он тут остался. Итак, начинается полный трэш. Ну и в чем генитур, да? Хорош. Вам не нужно золото. Еда, лес, погнали. Погнали. Так. Чувак начинает засеивать фермы уже просто и добывает на следующий замок. Мы все-таки на следующий замок не добывали, поэтому да, все усложняется. Но есть еще осадка, она еще сыграет свою роль тут. Универа это надо. Это почему бы нет? Потому что леса много, у бербера всегда много леса. Это просто закон берберский. Берберий закон. И выходят генитуры. Вот это поворот. Он хочет убить эту ферму. Давайте посмотрим, как быстро. Очень быстро. Очень быстро. Удаление фермы произошло. Найс. И выходят генитуры. Скорость 1.35, 1.40. Прикольно, генитуры медленные. Блин, а чё генитуры медленные? По умолчанию немедленно стандартного конного лучника, у которого всегда 1.4 скорость. Но это чушь. Я этого не знал. Окей, делается то баллистика. А чувак в своей конюшне прокачивает скорость. Седла у него еще нет. У нас, кстати, есть первая броня. Но у нас нет ни добычи, ни золота, ни камня. Пока что нету. Делать конюшня. Отлично, отлично, отлично. Генитуры временно работают. А что по крестьянам? Мы отстали по крестьянам. Мы, во-первых, слили 15 крестьян суммарно, да? И все очень плохо. Мы их не делаем. 29 крестьян на 32. И не делаются. Скорпион тупо забыт. Но тут есть проход, на самом деле. Так, погнали верболуков. Счет минус 500. Здесь автоскаут. Просто чувак на автоскаут. Ну, красавчик, на самом деле. Пару шаг, и у него все четенько. Только единственное, где он лес качает. А лес, он здесь остается качать. Тут неожиданный скорпион такой. Чувак такой, ладно, пойду помикрю его. Давай, помикри. Удачи. Good luck, have fun. У нас есть баллистика. Забытый скорпион с баллистикой. Вот это вообще нормально. Ну-ка. Стреляй. Не вышло пострелять. Жаль. Но тут уже чуваки с баллистикой, да. И ставится замок. Окей. Видим ли мы этот замок? Нет, мы не видим этот замок. Верблуки убегают, но их есть кому встречать. Генитуров 11, пора делать крестов. Скорпы. Скорб прикольно. Рынок убить. Блин, рынок убить неплохо. Надо бы таран сделать. Леса всегда много. Здесь все, уже не побегаешь. До свидания. Он отпикивает баллистику, но зачем? Ну, то есть, это очень тяжело.
Это очень тяжело, но зато в это время достраивается замок. А здесь что? Генитуры нашли крестьян. Вот в чем их преимущество над элитными скермами. Да, кстати, урон у них такой же, 3+2, но в принципе можно раскидывать пацанов, и баллистика в этом сильно поможет. Ух, ребята, баллистика. Баллистика решает. Так, здесь у нас идет аванпост какой-то. 32 креста у обоих игроков. Подходит еще Скорпион. А вот и таран. Ну что, зато показался замок, его спалил домик. Следующий замок. Мои мысли, когда я вижу, ну, какой-то такой замок, я такой, блин, страшно, замок, типа, надо там пушить в другую сторону, надо обходить. Мысли Коллерс, он такой, все, пушим этот замок. Пушим этот замок. Делаем тараны, насколько я помню, да, так. Так, генитуры пришли на охоту. На охоту они пришли. Причем генитуры продолжают немножко делаться. Скорость прокачана теперь и у нас. Оседлания у кого нету. Найс. Так, что тут за бесючий чувак? Автоскаут. Так, проверка на баллистику. Баллистики нету. Таран убил. И погнал закат еще таранов. С той самой осадки. Так, а здесь что происходит? Почему он тут крестов копит? Не понял. Как будто бы на ратушу копит. Проблема в том, что у него нет леса. И нету рынка. Он реально сейчас хотел поставить, смотрите, ратушу. Капец, он в жопе. Ой. Капец, у него плохо все. У него тут еда, тупо мясо, камень. Ему не хватает леса просто вообще никак. И он не может купить, потому что рынок только что упал тарана. Как же это зарешало? И он такой, блин, что делать, моя? Да уже поставь лесопилку сюда. Добудь этот лес сам. Так, броня на коней. А он делает рыцарей. О, какой-то рейд. Тут домики, лесоповал, 22 на лесе. Это под таран. Боже, как он коллапсирует. Он просто не понимает, что делать. Он бы уже давно поставил тут лесопил. Он рынок. Он думал где-то минуту. Ну, даже больше. Он тупо думал, что делать. Как же это смешно. Так, здесь разваливаем фермы. Ну, кстати, вот сравните, да, фермы они верболуки сильно лучше разваливают. Потому что у верболуков урон 7+2, а здесь 3+2. Но как же бонус по конным лучникам, да? Кстати, нет отдельного бонуса по конным лучникам у них. Пишет только по лучникам 4. Окей. Ну, конных лучников они типа контрят, потому что, ну, они быстрые. Хотя, как оказалось, они медленнее любых стандартных конных лучников. Они, походу, как конкистадоры. Или даже, ну, может, быстрее конкистадоров. Тараны подъехали, ребята. Тараны 4 еще 2 в заказе. Кресты, но вот генитуры. Генитуры с крестами справляются не очень быстро. И здесь... Так, ну лес он уже добывает, может чинить, спрятал довольно быстро. И давайте смотреть. Второй брони у нас пока нету, а вот седло есть. Так. Ну, генитура держит удар, на самом деле. 4 брони отстрел, нормально. Так. Ну, тут удобно. 2 леса, можно крестов туда-сюда отсылать. Тут проблема с золотом. Это 3 верболука. Это не так сложно отбить. А рыцари здесь немножко забыты или не, либо нет. Вычинивает ратушу Альмада. Вообще, конечно, крестьяне делают, но как и мы. Так. Генитуры на патруле, походу. Еще таран. Не, надо копить, конечно, тараны. Нельзя их так по-тому сливать. Это не очень выгодно. Здесь дырочка неприятно. Он чисто лес качает. Это вся его экономика. И вычинивает здесь ратушу. Причем, я так понимаю, он полностью вычинивает. Придется копить снова тараны. Так, скаут пробегающий. Блин, жалко чувака. Вычинил. Все, сел. Понял, принял, осознал. Осадка далекая, но работает. Здесь, неприятно. Но берберские кресты должны немножко потанцевать, выжить. Так, ну чувак, завис 269 камня. Мы по камню вообще. И чё? Блин, домик, конечно, немножко странный. Экономика слишком хаосная. Повыделять бы еще крестов, отослать бы еще сюда, как-то распределить. Как-то что-то сделать. Погнали опять верболуков. Бережет своих верболуков Альмада, и счет у него выше. Ну, это 100% разведка. И у него действительно там процентов 97 карты разведано. За исключением лесных массивов. Делается первый верблюд, и есть пики даже. Пики? Пики это интересно. Пики можно посадить таран и улучшить. А вот это, смотрите, какой мув. Да, максимально бесючий. В это время нападает 4 тарана. Здесь сидит сколько жителей? Много. Так, ну, пики сделали свое дело. А кони забытые, да? Да, совсем забытые чуваком кони. Так, начинается развалка тарана. Хватит ли 3 штуки таранов? Как будто бы здесь уже хватит. И еще 2 тарана. Телепортируют крестьян на верхнюю часть.
Совсем ничего нету у Альмады, кроме как леса. И все, тут уже крестьян почти не остается, хотя он цепляется, чинит, но да, это потеря кучи крестьян. 21 крест на 17 тем временем. Здесь пика, и казалось бы, все. Подходит еще верблюд, контролирует ситуацию. Так, теперь чувак задумался. У меня 19 крестьян. Что делать? Во-первых, этот крест может начинать строить свою новую колонию. Во-вторых, так, прекрасная лесопилка у нас идет сюда. Прям, да. Срейдили, получается. Тараны. Тараны должны найти какую-то халяву. Но что найти? Куда они едут? Куда они едут? Так. Неприятно, рейд. У чувака есть на ратушу. Вопрос... О, он вспомнил про своих рыцарей. Они могут неплохо зайти. Так, небольшие потери. А, вычинивать тараны нужно. Конечно, обязательно, нужно. А, ратуша сюда. Это неожиданное решение, конечно. Тупо ратуша там, где есть твоя армия. И здесь немножко юнитов сливается под замком. И, в принципе, армия кое-какая тут есть. А тараны продолжают делаться. Просто миллион таранов, чтобы спушить этот замок. Так, рейды продолжаются. Крестьяне сидят, крестьяне тут тупят. Конечно, не хватает здесь. Я хотел сказать, что не хватает ратуш. Нам сильно для прикрытия ресурсов. Но как это возможно? Генитуры пошли просто искать халяву? И посмотрите на тайминг, да? Они нашли этого креста. Очень важно, ратуша отменена. Так, ладно. Это мы с вами видели. Тараны должны чиниться. Смотрим дальше. Квикволы. Найс. А здесь? Есть квиквол, готов. Где дырка? Где дырка? Дырка есть всегда. Но ратушу прикроют, в принципе, чё. Но чувака до сих пор седла нету. Будет ли вообще... У него есть рынок, он может вообще-то лес там свой торговать. Так. И здесь, смотрите, верболуки, хавушки абсолютные. А тут один верблюд. Надо делать верблюдов, да. Надо делать верблюдов. Генитуры тоже бегут на помощь. Очень дешевая армия, генитуры плюс верблюды. Не очень слабые. Возвращаются геройские генитуры. Командировочки. Так, ну кони тут типа режут. Верблюды убили. Блин, кони тут могут нарезать. Конечно, жесть. 5 урона против 3 брони, 2 урона наносят всего лишь генитуры рыцарям. Вот оно. Вот это оно. 500 леса продает. Добыча камня почему уже наконец-то нет. Под нами в конце концов стоит тупо ТЦшка. Да. Что у чувака? Чувак забил... Я бы сказал какое-то слово, но он вообще забил делать крестов. Он не хочет их делать. Все. Мне кажется, он в каком-то таком, знаете, типа, чё, типа, это бред, я не могу это проиграть. Окей. Но здесь готовится батарея таранов. 8 штук. Куда они едут? Куда они едут? Вероятно, важно убить аванпост сначала, потом рынок. Или нет? Прикольно, они как-то так становятся. А замок это видит? Не видит. Ставится сюда ратуша. Интересная. Так, а чего мы ждем? Я даже не очень помню. Камень добывается, стена делается. Здесь, конечно, нет понимания, насколько все плохо у врага. У него действительно все не очень. Но делает верболуков дальше. Давайте смотреть. Не совсем понятен план реально Альмады сейчас. Что он делает? Начинает крестов снова лепить. Так, тут 50. Что они тут делают? Да, вот эта лесопилка, конечно, огонь. Ну, в конце концов, это ратуша позже устала. Так, что-то мы отрезаны от ресурсов немножко, но на самом деле тут вся карта есть. Кстати, шахта переставлена. Нужно больше таранов. 10 таранов. Вот то самое значение. Кстати, давайте посмотрим, как это сейчас таран выйдет. Может быть и правильно он выйдет. Блин, вот тут, конечно, заволить хочется. Оп, да, он вышел отсюда. Ну, тогда четко. Если точку сбора правильно поставить, то все что-то... Блин, ну хочется тут заволить, конечно. Вот это вот беготня вокруг базы, это, конечно, жесть. Это беда. Так, быстрая реакция от Альмады. Снова он берет крестьян. Что петард? Ну, петарда он против таранов как будто бы не очень шарит, что можно делать. Хотя у него еды мало. Там рейд тоже надо среагировать. Тут, возможно, я бы верблюдов можно послать на слив. В принципе, дешевых коней уже можно было бы поделать, наверное. Так. Генитуры подбегают. Но посмотрите, что происходит с замком, когда таранов много. Он испаряется. Неприятный рейд.
И он там даже микрит Альмада. Тараны не останавливаются, едут на рынок. Рынок, смотрите. Чик-чик-чик. По 200 хп почти с холма снимают. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот и все. Батарея таранов, реально рабочая тема. Но начинаем сливать крестьян массово. Так, стоп. Надо реагировать, надо что-то делать. Что-то делать, 30 крестьян остается. What the fuck? Снова у обоих игроков меньше 30 крестьян, хотя бы уже 51 минута. Что происходит? Кентуры начинают сливаться, но ставится замок, удаляется стена. Замок сразу на две радши. Тараны едут на верхнюю. На верхнюю ли надо ехать, а может на нижнюю, я не знаю. Но здесь просто все сливается вообще. Вообще нет реакции только сейчас, я так понял. Или нет? Нет, реакции нету. Эти 5 новых верболуков убили 20 крестьян и еще 6 юнитов. Кресты просто на пофиг начинают ломать тараны. Используют ли шифт Альмада, непонятно. Ставится замок, и тут выскакивает какой-то рыцарь рандомный. Подбегают генитуры, 2 тарана уже едут вниз, верболуки рядом. Генитуров немного, но есть скорб. Скорб тут, кстати, хорошо может зайти, прикольно. Еще 8 таранов остается, но тараны даже не могут подойти к нижней ратуше. Что происходит? Тараны на агрессиве просто выматывают фермы. What the fuck? 38 крестьян на двоих, вообще это что за жесть? Крестьян практически нету ни одного из игроков, но ставится замок. А замок с баллистикой? И что здесь можно сделать? А, замок с баллистикой по крестам бы пострелять. Так, немножко кресты начинают разваливаться. Ну, я бы сказал, не немножко, а прям охренеть как немножко. Итого, 20 крестьян на 11. Но тараны не остановить? Или как? Тараны отсюда никак не остановить. Потому что выйдешь, замок тебя убьет просто. Чувак перестраивает снова рынок. Третий рынок. Третий? Ну да, вроде третий. Сколько он уже ратуш перестраивал? Жесть. Чувак просто пытается выжить на Альмаде. И знаете, блин, я считаю, как было бы прекрасно, если бы у него была здесь ратуша. Он бы там уже 5 крестов имел, какие-то ресурсы, что-то было бы. Сейчас у него вот эти кресты просто построили рынок. Тараны просто такие, еще рынок, хаваем. Как же важен ему этот рынок. Здесь, как бешеная Альмада микрит свою последнюю армию, которую он опять же ниоткуда не сделает, потому что у него ни хера нету, кроме этого рынка. То есть, подождите, у чувака ничего нету, кроме этого рынка. Ему нужно... Он в моменте продает все, чтобы купить... Какая жесть, реально, посмотрите. То есть ему нужен этот камень, чтобы делать раньше. Он здесь сражается с таранами, продает лес, одновременно покупает камень, надо не мискликнуть, чего, надо убивать тараны. Ну ладно, тараны. Главное сделать это. Все. Все, что у него есть, это 12 крестьян и 4 верболука. Но он... Что он делает? Он хочет убить эти типа раненые тараны, потому что они знают, что они к нему приедут. Мы, конечно, не знаем, что происходит. На самом деле, мы думаем, что у чувака что-то еще есть. На самом деле... Вот что у него есть. Но как же много крестьян, на самом деле мы потеряли на 5 крестьян больше после всего этого. Что происходит? Шахта. Фермеры. Фермеры здесь. Еще если он убьет сейчас много крестьян, то что произойдет, ему? Произойдет очень плохо. Тараны, вот сейчас тараны можно повычинивать. Чувак уходит наконец-то подальше. Он понял, что надо дальше как-то ливать. И перестраивает ратушу. Так, я же говорил, это будут бесконечные кочевники просто. Чуваки будут мигрировать. Никто никаких крестьян не сделал. 21 на 12 крестьян. Начинается микруха Маклайна. Блин, тут не хватает второй, наверное, брони на генитуру. Либо скорпов, кстати. Скорпы медленные. Скорпы медленные. Так, ну... Короче, чувак типа в темной эпохе, чувак только вышел в феодал. Стена какая-то. Стена, конечно, плохая очень. Никак не помешает верболукам. Как же он активно все-таки их использует? Ну, типа, да. А в этот раз он ставит не рынок. Не хочет ставить 4-й рынок. Так, еще 5 генитуров заказано. Это на последней папке, кстати. То есть, посмотрите на счет. Посмотрите сейчас на счет. То есть, мы не знаем вообще ситуации абсолютно. Че, типа, кого, кто, сколько, кого убил. Верболуки гуляют по экономике, которой нету. Она полностью дырявая. Здесь можно убить много. Он, кстати, без баллистики все это делает. Чувак без баллистики все тупо. И без седла. Что самое интересное. Так. Крестьяне хоть и берберские, но страдают. Но все-таки генитуры туда. Последний верболучник. Он пытается как можно больше забрать крестьян. И все. Пал последний чувак. И... Счет равный. Еще минус крест. 4-й рынок. 4-й рынок. А знаете, что он делает? Самое интересное? А он вообще правильно делает. То есть сейчас ситуация настолько трешовая, что сейчас всеми добывать камень, поставить замок и сделать несколько верболуков, это очень большой потенциал все равно, возможно, создает. Хотя, все-таки, учитывая то, что у нас все-таки апнутые генитуры, и он уже явно чувствует, что там есть баллистика, я уже не знаю. Так, пошли на поиски. Так, нужно было время передохнуть. Продает 100 камня Альма. Да, это чтобы сделать монаха. Замедляет себе замок довольно сильно.
Так, овец пригнал со всей карты еще себе. Но довольно быстро мы находим его, потому что просто пошли в противоположную сторону, и цель готова. Таранов 3. Что, та самая осадка будет работать или нет? Будет ли работать? 3 тарана. Ну, блин, вычинить бы их опять же. Надо убить ферму ему, чтобы счет понизить. Так, давайте посмотрим. Пуш номер, не знаю какой, 5, 6. Что дальше? Так, ну мы сделали пару крестьян. Вычиниваются, да, действительно, таранчики. Релик решил взять. Ну, на такой маленькой экономике релик прикольно, конечно. Ставится замок. Но нужно же золото. Чувак просто такой сидит. Лечит крестьян. Верболог такой, здорово, чувак, что у вас тут? Что у вас происходит? Опять замок. И мы такие, ё-моё. И замок с ТЦшкой, это хорошая тема, конечно. Он прячет монаха и крестьян. Ну, это чувак уже наспер стоит. И, по-моему, тут я орал Колерцу, что типа, нет, не надо, не иди сюда. Он такой, пофиг, идем. Выходит кресты снова. Верболог, смотрите, как они встают. Чик-чик-чик-чик-чик. Нажатие валения. Опты. Начинают овцы умирать массово. Прикол. Тараны выбирают позицию слева. И что делать? Что делать? Денег нет, но вы держитесь. Новые тараны едут еще. Но здесь, конечно, начинают юниты умирать. Мы наконец-то начали делать вербулуков, потому что есть живой замок хоть какую-то минуту. Разносятся чуваки, но самое главное, пока умирают наши юниты, дорогие, тараны никто не трогает, правильно? Вот они начинают трогать тараны. Так, здесь юниты. Ой-ой-ой, мы начинаем сливать всех юнитов. Но камень. У Альмады ни хера нету, но есть рынок до сих пор. Есть кабан. Кабан просто смотрит. Очень много юнитов слито. Замок убил сколько? Но замок упал. Я хотел посмотреть, да, 4 юнита он убил, на самом деле не так много. 4-5 юнитов, он убил 5 юнитов, всего, офигеть. И тут, конечно, умирает еще оставшийся, еще, походу, он его как-то убило. Типа там, ТЦшка убила дополнительно. ТЦшка 7 убила. Not bad. Остаются тараны и новые юниты. 25 крестьян на 9. И монах, кто-нибудь, придите, помогите. Чувак уже просто в тильте сражается до последнего. Второй час игры, у него 8 крестьян. И он все-таки признает поражение. Даже молодец, пишет ГГ. Посмотрите на эту чушь. Что тут интересного? Генитуры зарешали. 32 генитура. 26 таранов. Что? Почти больше, чем генитуров. 18 верболуков в конце сделано. 11 петард, ну это в начале. 4 забытых там рыцаря плюс-минус. АПМ у чувака... Офигеть, да, АПМ у чувака? 60 практически. И что самое интересное, да, все-таки экономика у него очень слабо работала. На 9% хуже за игру. И пиковый геймплей называется, да. Ну, здесь интересно, 0% экономики работала в первую минуту, а здесь, ну, здесь у него там какая экономика? Какая к черту экономика? Как говорится. Почти в 2 раза больше убил меч Альмада юнитов, и дорогих юнитов, таранов всяких тоже. Но зданий было убито по 30. Заставили его кочевать по всей карте. Очень, наверное, зарешало то, что все-таки он... Хотя, блин... Он там долго тупил с рынком, когда потерял рынок и минуту думал, что делать. Добытые ресы. Камня он добыл больше, разве что, да? Но остальных ресов вообще не было экономики. Так. Переход на 2 секунды буквально раньше. 96% карты разведал чувак. Да, крестом было слито дохерища в этой катке. Давайте даже посмотрим, сколько именно. Так, милитари. Милитари АПМ 32 на 25. 48 на 47. Ай-яй-яй. На одного креста больше убил Альмада. Хотя у него 6 осталось, а тут 25. То есть задумайтесь, 31 крест на карте на втором часу. Нормальная катка. Если понравилось, пишите. И, блин, вообще, генитура имба, реально, в некоторых ситуациях, вот в таких трэшовых. Максимально какая-то нестандартная катка, на самом деле, как по мне. Типа, просто непонятно, особенно когда ты вроде пушишь бесконечно чувака, а потом смотришь, у него счет выше. Ну, это разведка, я думаю, в том числе.